Друзья, привет! Я продолжаю гайд по моду Botania на версии 1.7.10. И сегодня поговорим про раздел под названием Ender артефакты. Значит, Ender Artifacts. Вот. И мы, в принципе, из этого раздела уже посмотрели примерно половину предметов в прошлых видео. Вот. Я решил в этом видео, соответственно, закончить все предметы, которые мы еще ранее не рассматривали. Так, ранее в прошлых видео я напомню, что мы уже говорили, например, про Ender Air Bottle, да, это у нас, соответственно, мы просто берем пузырек, идем в Ender мир и набираем воздух в Ender мире. Это элемент для крафтов. Corparea систему я рассматривал тоже в предыдущих видео, как это все крафтится, да, и как это можно использовать. Вот, там я еще не рассматривал Corparea Inceptor и Corparea Retainer. Возможно, я какие-нибудь видео еще сниму попозже про Corparea. Но, честно говоря, пока не особо заинтересовало. То есть это интересно с точки зрения как-то сундуками управлять. Но на серверах, где есть ME-система, это намного эффективнее. Пользоваться обычной ME-системой из Applied Energetics. Ну, возможно, что-то вроде какой-нибудь фермы с использованием Corparea я потом построю, чтобы продемонстрировать. Но уже после того, как закончу основной блок видео по ботании. Также я в предыдущем видео рассматривал силовое реле, да, которое передает, по сути, импульс поршня на расстоянии. И также рассматривал крылатую тиару. Одна из самых полезных вещей, в принципе, в ботании. То есть она дает полет. Но, опять же, при использовании маны и там определенные, соответственно, условия есть. Посмотрите предыдущее видео, я рассказывал про это. Так, а теперь перейдем, собственно, к рассмотрению того, что мы еще не знаем, да, из моих предыдущих видео. Значит, первое — это Black Hole Talisman. Крутая штука, ну, при условии, естественно, если у вас на сервере она не запрещена. Есть аналог, тоже, если не ошибаюсь, в Thaumcraft, тоже кольцо черной дыры. Вот, и суть такая же, просто мы выбираем какой-нибудь блок, ну, например, давайте, наверное, землю, что ли. Вот я Shift. Так, выбрал. Земля, да, Shift. Все, землю выбрал шифтом, точнее, прошу прощения, правым кликом. И, соответственно, теперь, если я буду копать, так, давайте перейду в режим выживания. Копаю землю. Так, раз блок. Но он должен его поглотить. Почему он этого не сделал? Шифтом сделал. Так, хорошо. Я забыл активировать, да. То есть Shift правый клик. Вот сейчас он не активирован. Shift правый клик, я его активировал. Все, когда он активирован, он будет поглощать. Все, вот сейчас видим, что поглощает, да? А дальше, что есть, когда мы уже накопали, причем такая штука может хранить, там, судя по описанию, до 2 миллиардов блоков. То есть обалдеть. А чтобы потом достать их обратно, мы просто берем в окно крафтов и, соответственно, берем сколько нам нужно. Там обычно вынимается по стаку. Если мы накопали очень много, там по стаку вынимаем. Классно, если вы хотите, там, например, много булыжника накопать, да, там земли и так далее. Берем с собой эту штуку, пошли накопали. Вот, и потом раскрафтили, достали, там, сколько нам нужно. Так, ну опять же при условии, что у вас на сервере эта штука не запрещена. Мало ли, может, она какая-то баганая. Вот. Но, по крайней мере, я не слышал, чтобы игроки активно ей пользовались, как ни странно. Так, дальше у нас очень много всяких декоративных здесь предметов вообще в ботании. И вот одни из них касаются тоже эндермира. Это мы можем, соответственно, из эндерника, да, крафтить такие вот красивые камни. Endstone Bricks, Chiseled Endstone Brick, Ender Bricks и Pillar Ender Bricks. Такие вот красивые, соответственно, блоки, которые можно использовать для строительства. Дальше у нас идет своего рода транспортная система в этом моде. Вот, Luminizer. Так, давайте я продемонстрирую. Ну, честно говоря, чаще всего я видел, чтобы игроки просто вот эти штуки использовали для декоративных целей. В том числе и я этим грешу. Так, ну давайте продемонстрируем логику. Значит, для того, чтобы у нас эту систему связать, вот мы ставим такую искру. И на каком-нибудь другом расстоянии. Наверное, даже лучше где-нибудь над пропастью это сделать, чтобы эффектнее было. Например, у нас какая-нибудь пропасть, да. Вот ставим одну здесь, искру, другую здесь. Так, и, соответственно, соединяем. Shift правый клик. Так, что-то у меня не выбрался. Режим, наверное, привязки, да. Так, друзья, значит, я разобрался. Там почему-то у меня багнул посох леса. Я сейчас себе взял просто другой. Значит, так, Shift правый клик. Значит, вот у нас появляется такой выбор. И нам можно будет соединить, соответственно, с другой искрой. Давайте сюда поставим и попробуем соединить. Так, вроде у нас получилось. Или слишком большое расстояние. Не, вроде можно. Все, соответственно, мы теперь сможем перемещаться. То есть подойдем к этой штуке, правый клик, и мы попадаем вот сюда.
Вот такая система транспортировки. Причем обратно у нас не получится. То есть у нас это соединение работает в одну сторону. Но мы также можем взять, в принципе, Shift правый клик здесь и Shift правый клик туда, например. То есть отсюда туда. То есть соединяем однозначно какие-нибудь между собой искры. То есть соединение один к одному, да, но мы можем, естественно, в обратную сторону соединить, например. У нас получается такой вот цикл. Туда-сюда. Так, дальше что интересного можно сделать? Мы можем вместо, соответственно, вот такой вот искры поставить, то есть вместо люминайзера обычного поставить детектор люминайзер. Разница просто в том, что она дает сигнал красного камня, когда мы, соответственно, попадаем в эту точку. Давайте проверим. Вот я сейчас сперва. Так, Shift правый клик. Shift правый клик. Ну, давайте, чтобы обратно возвращался. Тоже Shift правый клик. Так, Shift правый клик. Попробуем. Так, правый. Вот видите, лампа активировалась, когда я там туда попал. Все. То есть можно вот такую, соответственно, Shift нажимаю, чтобы выйти из этой системы. Можно такую вот систему из искр сделать, соединить их. И вот так такая будет транспортировка. Интересная. Вот. Окей, а что делать, если я хочу, например, моба транспортировать? Возможно ли это? Да, конечно. Ставим такую вот штуку, называется Luminizer Launcher. Значит, раз. Так, и здесь нам потребуется что-то типа таймера. Так, вот, каждый, например, давайте секунду поставлю. И заспавню, например, какого-нибудь моба. Например, овца. Ну, я и сам, конечно, могу воспользоваться этим запуском. Ну, могу и какого-нибудь моба транспортировать. Вот, пожалуйста. Такая вот забавная система, соответственно, транспортировки в этом моде. Вот. Ну, чаще всего игроки просто в декоративных целях это используют. Посмотрите, какая красивая визуализация. Да? Обалденная. Так, едем дальше. Значит, с люминайзером мы разобрались. Так, что здесь еще интересного? Здесь, помимо Corpore, есть еще там такая логика, называется Red String. Red String — это всякие предметы. Вот. Всего их 6 штук. Вот. Но я не хочу сильно подробно на них заостряться, потому что, опять же, если на каких-то технических серверах играть, там много разных аналогов таких предметов есть, поэтому я просто покажу вот один из предметов. Это вот, например, контейнер. Вот. Логика здесь такая, что просто как бы мы взаимодействуем как бы с инвентарями и с прочими предметами на расстоянии. Например, у нас есть сундук, ставим его где-нибудь здесь и ставим такую вот штучку. Вот. Вот. У нас есть одна действующая сторона, вот, и, соответственно, мы этим посохом наведем, мы увидим, куда он действует. Он действует на этот сундук. И логика здесь просто такая, что мы, вот, как будто бы, вот, это у нас тоже будет сундук. Вот. То есть, якобы у нас вот этот инвентарь распространяется в том числе и вот сюда. То есть, на расстоянии можем взаимодействовать. Например, так, воронку поставить. И в зависимости от того, с какой стороны подаем, также у нас, например, и будет взаимодействие. Если, например, это печка будет, да, если мы сверху подаем, то есть у нас будет, соответственно, на плавку, например, да, подаваться. Если сбоку, то как топливо. Типа того, такая вот логика будет. Ну, давайте проверим. Тут у меня сейчас пусто, вот я кидаю сюда землю. Вот она здесь появилась. То есть взаимодействуем так же, как и с сундуком. То есть можно таких несколько штук поставить. Ну, конечно, только надо учитывать, что он взаимодействует как бы только по прямой. И также есть ограничения там на количество блоков. Если не ошибаюсь, 6 или 8. Так, 6 сторон. Так, про расстояние здесь, по-моему, не упоминается, да, только экспериментальным путем. Ну, кажется, 8 блоков. Вот, можете это проверить. Ну, не знаю, каких-то полезных применений я особо не придумал, как бы. То есть, ну, это, наверное, полезно будет тем, кто там играет на сборках, где нет технических каких-то модов. Вот, нет труб там и так далее. Можно какие-то системы такие придумывать. Передачи там, например, на расстоянии предметов или вроде того. Ну, собственно, все остальные предметы вот из Red String, они похожую логику имеют. Там, допустим, тот же компаратор, например, диспенсер, то же самое, та же самая логика. То есть взаимодействуем, как, соответственно, со стоком, там, с этим самым, с компаратором, просто на расстоянии. Вот. Так, далее, поехали. Тут у нас, соответственно, в этом разделе Vendor у нас еще есть, так, ну, во-первых, ключ такой. Вот. Тоже очень полезная штука для тех, кто там играет без режима бога, например, да, там на серверах. Просто выживает и имеет риск потерять, соответственно, свои вещи. Вот. У вас есть какая-нибудь любимая кирка, зачаренная, например, алмазная, да, и вы не хотите ее потерять. Что вы можете сделать? Вы можете, соответственно, вот этот ключ надеть,
значит, Resolute Eevee, и у вас появится такой эффект здесь, has Resolute Eevee. Что это означает? Это означает, что вы когда погибнете, вот эта кирка у вас сохранится. Вот. Но при этом вот этот эффект, он пропадет. То есть это разовый эффект. То есть если вам в последующем нужно будет сохранить предмет, вам придется снова, соответственно, его использовать. Вот этот плющ на предмете. Ну так можно практически на все. Практически на все предметы, насколько я понял. Накладывать и, соответственно, не терять их после первой смерти. Так, дальше тут инструменты есть свои. Предметы, всякие оружия. Значит, первое, это у нас Star Collar. Давайте сразу вот эти рассмотрю. Сразу 3 штуки. Мечи и прочее. Ну, вот эта штука, она просто с некоторым шансом вызывает такие вот ракеты. Попробуем. Вот, слышали? Давайте еще раз. Вот, какие-то ракеты туда падают. Star Collar. То есть вызывает некие звезды. Ну, тот, кто любит эффектные всякие оружия. Так, вот эта штука, она, по-моему, с некоторым шансом. Даже не с некоторым шансом, а прям точно. Вот если у нас есть мобы враждебные, мы их стукаем, то видите, сразу и на того у нас эффект накладывается. Что интересно. Вот раз. Вот так вот. Так, ну бесплотный резчик, насколько я понял, он, соответственно... Так, если сейчас я найду сейчас быстро яйцо эндермена. Он именно против эндерменов очень эффективен. То есть бесплотный резчик. Так, спавним. Ага, он сразу исчезает. Плохо. Ну, да, действительно, как бы урон вроде большой. Можно им пользоваться, чтобы там эндеров быстро убивать. Так, значит, это то, что у нас касается оружия в этом разделе. Так, и дальше. Вот эти штуки, две. Значит, агрегатор жизни и вдох жизни, они взаимодействуют со спаунером. То есть, который мы находим где-нибудь там в шахтах, например, и так далее. Но, к сожалению, здесь у меня сейчас нету такого именно стандартного спаунера. То есть его нужно где-то искать, наверное, либо как-то командами выбивать. Поэтому я не смогу продемонстрировать. Вот. Но логика следующая. То есть вот этот агрегатор жизни, он, по идее, может этот спаунер, соответственно, забирать. То есть мы взаимодействуем, забираем. Но я более чем уверен, что, скорее всего, на большинстве серверов вот такие штуки запрещены. Вот. Потому что, была уже похожая история с каким-то набалдашником в Таумкрафте, где тоже можно было так вот забирать спаунер, в итоге их запретили. Вот. Ну, не знаю почему, может быть, типа, чтобы дисбаланса какого-то не было, фиг знает. Собственно, вдох жизни, это мы ставим на спаунер сверху, вот так вот. То есть, если давайте какой-нибудь спаунер хотя бы стабилизированный возьму. Так, спаунер, такой вот, например. Все, на него, по идее, сверху ставим. Так. И его фишка в том, что вот этот вдох жизни, он, соответственно, может спаунить мобов, даже если мы куда-то далеко уходим. То есть он не требует присутствия игрока рядом. Вот. Но, опять же, я сомневаюсь вообще, в принципе, в эффективности таких вещей на, соответственно, сборках, где есть, например, Draconic Evolution и Ender Eel. Потому что в этих модах есть, соответственно, электрический спаунер и стабилизированные спаунера, которые все эти эффекты имеют и даже лучше. Поэтому, в принципе, там, где есть Ender Eel и Draconic Evolution, вот эти штуки достаточно бесполезны. Так, далее. Наблюдатель и рука края у нас осталась. Так, наблюдатель, насколько я понял, он, соответственно, отслеживает. Фишка в том, что очень странный, короче, такой предмет. Типа, если мы на него посмотрим, он загорается красным камнем. Вот, если какой-то игрок на него смотрит, он дает сигнал красного камня. Ну, не знаю, зачем это нужно, чисто по приколу, как минимум. Ладно, пусть будет. Так, а вот эта штука очень полезная, очень нужная, как мне кажется, тоже. Дает быстрый доступ к эндер-сундуку. Вот, ну, для тех, кто играет, например, с каким-то донатом, да, есть там специальные команды, которые, в том числе, где-нибудь там, не знаю, пока вы в мире бегаете, открывает эндер-сундук. Но для всех остальных, ну, или для того, чтобы просто быстро это сделать без всяких команд, вот такую вот штуку можно использовать. Правый клик, все, мы получили доступ к сундуку эндера. Кроме того, что интересно, судя по описанию, мы, если заберем, допустим, руку края у другого игрока, которая ему принадлежит, то мы можем иметь доступ к эндер-сундуку другого игрока, что странно. Ну, я не проверял, конечно, тут мне не с кем проверить, но если у вас есть друзья на серверах, попробуйте поинтересоваться, то есть действительно это так или нет. Вот.
Так, ну и, пожалуй, все с этим разделом. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Рекомендуйте друзьям, в комментариях пишите свои замечания. Жду вас в следующих сериях. Пока.